Sekiro: Shadows Die Twice — это хардкорный соус-лайк в сеттинге средневековой Японии, повествующий о непростой судьбе и тяжелых испытаниях человека, который не может умереть, пока не выполнит свое предназначение. Невероятная механика боев на мечах, подобного не было еще ни в одной игре в мире. Эпические боссы, которым нет прототипов и аналогов в других играх. Огромный выбор тактик, боевых искусств, приемов и стилей прохождения. Разнообразный набор протезов, позволяющий создать индивидуальный билд под желание каждого игрока. Нелинейный, взрослый и реалистичный сюжет с живыми героями и богатым лором, а также возможность пройти игру 8 способами вкупе с 4 концовками создают умопомрачительный и адреналиновый экспириенс, который невозможно будет забыть, даже если хорошо поспытаться. Sekiro: Shadows Die Twice — мой личный шедевр и одна из самых любимых игр вообще. Несмотря на кажущуюся сложность и кривость, игра невероятно затягивает и наполняет сильнейшими эмоциями. После прохождения создается чувство, что ты прошел длинное и тернистое приключение длиной в жизнь. Это игра, которую я никогда не забуду и которая навечно останется в моей душе. Познакомился я с ней в 2019 году, сразу после ее выхода. Поиграл пару часов, сгорел и удалил. И только к ноябрю, когда пересмотрел много обзоров и лживой критики, решил вернуться к ней снова и не пожалел. Я получил гораздо больше, чем ожидал. Картина непростого, но чарующего и захватывающего дух мира, схваток с невероятно сильными и живыми боссами, оставили в моей душе больший след, чем сотни однотипных игр, пройденных до этого. Этот шедевр незаслуженно и несправедливо раскритиковали продажные блогеры, которые не поняли игру и приписали ей абсолютно несуществующие проблемы, которые отпугнули многих новичков. Один из главных тезисов был в непроходимости игры из-за ее якобы невозможной сложности. Большинство не поняли или не захотели понять, что Sekiro ближе не к Souls играм, а Guitar Hero. Здесь все завязано на таймингах. Глупо полагать, что ее можно и нужно проходить так же, как и Souls игры. Папа Миядзаки создал очередной шедевр, который, несмотря на то, что выглядит красиво и современно, но при этом имеет дух и закалку старой школы, времен, когда игры были не просто бездумной и тупой развлекаловой, но требовали от тебя навыков, силы, времени, вознаграждая за проделанный путь сильными эмоциями, духом первооткрывателя и чувством покорения вершины, которого не сыщешь ни в одной современной игры, кроме игр From Software, вкладывающих всю душу в свои творения. Что поражает больше всего, в то время как абсолютное большинство издателей и разработчиков упрощают игры, From Software идут наперекор системе и всячески усложняют свою каждую последующую игру. Они делают это не для дешевой шумихи и привлечения новых игроков. Они это делают для того, чтобы не растерять своих старых фанатов, полюбивших эту легендарную студию, за бескомпромиссность и сохранение своих старых ценностей и оригинальных идей. Итак, посмотрев это видео до конца, вы узнаете сюжет и лор Sekiro, узнаете про все события, персонажей, боевку и легком прохождении каждого босса, самых сильных протезах и тактику быстрой победы абсолютно всех противников в игре. Для новичков это видео будет легким способом втянуться в серию, а для олдов лишний раз поностальгировать и узнать о тайнах и моментах, которые они, возможно, пропустили во время прохождения. Итак, приятного просмотра. Япония, 15 век, войны кланов. Вначале мы видим масштабную зарубу самураев из враждующих кланов. Лидер клана Асина, хлипкий дед по имени Исин, сцепился с крупным самураем. Понятное дело, что шансов у него нет, но благодаря быстрой реакции, мансам и абсолютному бесстрашию, он вонзает меч в ногу и добивает вражеского командира, становясь со своим кланом единственным правителем в стране. Когда стемнело, мы видим малого, который решил прогуляться ночью по полю битвы. Благо подходит левый дед и делает своей катаной большой шрам на его лице. Так в древней Японии выглядело посвящение в шиноби, скрытных убийц, охранников и защитников власти. Поскольку малой сирота, дед по имени Филин взял обучать его к себе и дал ему имя Секиро, что с японского переводится как «волк». С затемнения и мы узнаем дальнейшую судьбу нашего героя. Дед обучил его драться и пристроил охранять сына императора. Принц оказался непростым, в его жилах течет кровь дракона, что дает ему возможность быть бессмертным и исцелять других. За 20 лет, пока волк обучался, Исин, лидер клана Асина, окончательно постарел и ослаб, и страной начал править его внук, Генетира. Внучок, в отличие от деда, имел проблемы с головой, что вылилось в увлечение магией, запретными приемами и воровством нашего императорского сына. Украли, да и хрен бы с ним, но наш главный герой шиноби, и у него есть свой кодекс, или понятие, если по-простому. Согласно этому кодексу, он будет предателем и изменником, если не выполнит свой долг и не спасет малого. Ведь он свято верит, что он простой и обычный парень, жизнь которого ничего не стоит. Как мне кажется, в кои-то веки фромы создали приземленного и простого героя, которому хочется сопереживать, а не как в соусах. Ты избранный, прямо с рождения, еще ничего не сделал, а ты уже избранный. Это же напрочь убивает любые стремления к дальнейшему росту и подвигу.
Как по мне, избранность не берется из ниоткуда, а доказывается в результате упорной работы. Не так Генетира украл малого, а также избил и кинул умирать в колодце волка. На этом, в принципе, игра бы и закончилась, если неизвестная девушка с зонтиком не кинула нам ключ и записку: «Все ок, принц жив, дуй к нам». После такого мотивирующего послания уже загрустивший волк находит в себе силы и собирается с духом на подвиги. Только мы начинаем играть, замечаем главное новшество Секира. В отличие от Dark Souls, здесь можно свободно прыгать, а также карабкаться и цепляться за поверхности. Мастеру Миядзаки удалось добиться этого спустя всего лишь 11 лет от его первой игры. Проползаем мимо людей клана Асина и узнаем, что тут еще можно подслушивать разговоры. Но, к сожалению, сколько бы я ни пытался это сделать, все трепятся не по существу, и прослушка, кроме потраченного времени и чувства, что ты суешь нос в чужие дела, ничего не дает. Таким же образом вы можете заходить на Discord сервера в реальности, выключать микро и подслушивать чужие сплетни и тайны. Ребята говорят, что держат малого в избушке на холме, забираемся туда и слушаем. Малый говорит, что не сомневался во мне и предлагает сбежать через секретный проход под мостом, а также дает мне флягу с Хилкой и Сабимару, древний меч клана Асина. С этого момента и начинается полноценный геймплей. Помимо открытых схваток мы можем стелсить, заходя к противнику в спину и убивая их с одного удара. Но все это не по мне, так не ощутишь весь экспириенс и адреналин от игры. Мечом к мечу драться уже гораздо интереснее. Боевка очень простая, но компактная и интересная. Одна кнопка удар, вторая блок. Но интерес и азарта добавляет механика концентрации, которой раньше не было в предыдущих соусах. Если вовремя прожать блок, когда противник замахнулся, вы не получаете урон, но заполняете его полоску концентрации. А когда она заполнена, противник теряет силу и равновесие и убивается одним ударом. Это ключевая механика, через которую проходится вся игра. Больше не нужно, как в Dark Souls, шкериться в углу за щитом и по кусочку снимать хп боссу. В результате чего игра стала гораздо более динамичнее, менее монотонной и более реакциозависимой. А каждый бой ощущается по-разному и требует разных навыков. Да и вообще бои стали гораздо зрелищнее и от них невозможно оторваться. А если у вас накопилась концентрация, достаточно пару секунд постоять в стойке, и она быстро пройдет. Давайте к игре. Тут спустя пару охранников я дошел до первого мини-босса, который очень легко усмиряется. С него выпадает пара конфет, дающих улучшение на 30 секунд. И если честно, не советую вообще пользоваться конфетами, потому что они упрощают и без того простую и понятную боевку. За прохождение я использовал всего 2 раза, хотя можно было и обойтись без них. Дошел до нужного места и уже надеялся уйти по-тихому, но дорогу нам перекрыл Генетира. И что мне нравится, посмотрите на стальную выдержку и уважение друг друга у наших героев. Они не рвутся в бой, не ругаются, а мирно стоят и общаются за жизнь. Генетира объяснил, почему я не прав, и схватился за меч. Как я не пытался, из-за малого количества хилок в начале, это только одна штука, выиграть его непросто. Ну и это ничего не дает. Даже если победить его, он все равно изловчится и отрубит руку главного героя и заберет мальца. После такого обидного поражения, волк приходит в сознание в каморке сомнительного деда по имени Резчик, а также обнаруживает, что вместо руки у него и теперь механический протез. В принципе, я всегда догадывался, что играю за инвалида. Резчик говорит, что принес меня сюда с поля, где я потерял сознание. Установил мне протез, а я пару недель отсыпался и набирался сил перед финальным аккордом. Единственная причина, почему я не умер, потому что принц поделился со мной своей кровью и даровал мне бессмертие. Но у всякого дара есть и обратная сторона. Так, чем чаще умирают люди и возрождаются носители божественной крови, тем больше болеют и умирают простые люди вокруг. Их болезнь называется драконье поветрие и вызывает сильнейший кашель. То есть папа Миядзаки за год предсказал появление коронавируса. Также Резчик сказал, что Генетира запрятал малого во дворце своего клана и рассказал про проклятие бессмертных. Обычно бессмертные — это изъеденные червями, так их называют окружающие. Поэтому во вселенной игры, если ты бессмертен, то ты либо изъеден червями, либо имеешь божественную кровь дракона. При этом изъеденные червями теряют всякий рассудок и возможность мысли. После этого мы отправляемся в условно открытый мир. Не бойтесь, вышек тут нету, кроме нескольких. Первый дружественный NPC, который нам встречается, это бессмертный стражник, которому уже надоело воевать и он захотел спокойной жизни. У него можно научиться паре эффективных приемов, которые незаменимы и будут везде использоваться по ходу игры. Это отскок, блок, парирование, прыжок на врага во время захвата или выпада по дуге. А чуть позже и Микири, имбовый захват противника во время выпада, сильно бьющий по его концентрации.
Обучившись, я пошел далее, и полноценная игра начинается в окраинах Асина. Вон вот тот замок, нам надо попасть. И первые враги не блещут умом или сообразительностью, они очень простые и легко убиваются за пару ударов, создавая угрозу только толпой. Вместо бунфайров, как в соусах, здесь идолорезчика, через которые можно свободно перемещаться и прокачиваться. Так я дохожу до второго мини-босса, военачальника Ямаути. Ничего особо серьезного он из себя не представляет. Пара выпадов, тяжелый удар, блок, удар по дуге. Главное постоянно прессовать и избивать ему восстановление концентрации, когда он отходит в сторону. Дальше уже продвигаться чуть посложнее, потому что у ребят появляется огнестрел, который убивает с одного-двух выстрелов. Как, впрочем, и любые другие удары в игре. Поэтому, чтобы обезопасить себя и быстро не отъехать, нужно стоять в стойке и парировать. Это и блокирует, если не весь, то большую часть дэмы. Дальше на уровне я встречаю глухую бабулю, которая принимает меня за своего сына, но вместо переписывания квартиры отдает мне древний медальон и просит передать его своему сыну, который тут неподалеку в 2 шагах от нее стонет и умирает. Рассказываю ему об медальоне, он говорит, что нашел его во время штурма Херата 3 года назад. Херат — это большой город, который сожгли люди Генетира, чтобы украсть принца, в то время, когда он был у главного героя. Оттуда же родом его отец Филин. Солдат оставляет мне медальон. Немного пробегаю вперед, и мой дальнейший путь преграждает легендарный великан в колодках. Тот самый Game Change, пройдя которого вы спокойно пройдете всю игру. Его поставили в начале специально, чтобы отзонить большую часть слабых игроков, которые ожидаемо срезались на нем и побежали оформлять рефанд. И плакать на метакритике и в комментах. Тот самый великан в колодках, из-за которого во время первого прохождения я сгорел и удалил игру, потратив на него час времени. Во второй же раз было попроще, и я смог победить его мансами и постоянными отскоками. Сейчас же он показался мне очень легким, и вот почему. Во время первых прохождений я пытался победить его воротами и прыжками,
Но он так устроен, что как бы вы ни уклонились и не отпрыгнули, он дотянется до вас по области, даже если Билл захватывал в совершенно другую сторону, он примагнитится к вам, поэтому его выпады и падения бесполезно мансить. Мне никак не доходила простая истина, что обычным мечом можно блочить тяжелые удары этой большой скотины. Все кроме прыжка с захватом. Но насколько это реалистично? Если бы такие удары были в реале, наш герой скрючился бы, сломал меч и улетел в пропасть неподалеку.